В одном тихом и спокойном городке жила немецкая овчарка по имени Бадди. Пес был очень хорош собой и знал это. Когда его хозяйка Катрина выводила его погулять, соседи останавливались и просили разрешения погладить. Бадди явно наслаждался вниманием. Но однажды привычный ритм жизни был нарушен. Как-то раз во время вечерней прогулки Бадди резко остановился около мясного магазинчика. Он начал громко лаять, а взгляд его был прикован к канализационному люку. Проходящие мимо люди шарахались в сторону, а хозяйка не могла понять такого странного поведения своего питомца. Он лаял и отказывался двигаться дальше. После многократных попыток сдвинуть Бадди с места Катрине это наконец удалось. Пес нехотя двинулся за хозяйкой, постоянно оглядываясь на злополучную канализацию. Девушка обрадовалась, что ничего страшного вроде бы не случилось, и повела питомца домой. Весь вечер Катрину не отпускали смутные беспокойства по поводу странного поведения любимой собаки. Она решила поделиться своими переживаниями с мужем, но Борис не разделил ее тревогу. Ведь он не видел Бадди в тот момент. Муж высказал предположение, что пес просто увидел в люке мышь, и в нем сыграл охотничий инстинкт. Такой ответ совсем не успокоил женщину. Но она понимала, что ситуацию нужно отпустить и перестать о ней думать. На следующий день, на прогулке девушка внимательно следила за поведением собаки, особенно в районе водостока. На этот раз пес не залаял, но сел посреди улицы рядом с решеткой канализации и пристально смотрел на нее в течение нескольких минут. Катрина была крайне взволнована, ведь происходящее ее пугало. Она попыталась заглянуть в канализационный сток с того места, где стояла, но абсолютно ничего не увидела. Заставив Бадди встать, девушка повела его домой. Так продолжалось 3 дня. Каждый раз все повторялось, Бадди останавливался в одном и том же месте у канализационной решетки и пристально смотрел на нее. Как-то раз вечером Катрина шла привычным маршрутом, выгуливая овчарку. Она направлялась к тому самому мясному магазину, а пес радостно бежал рядом с хозяйкой. Он лишь медленно прошел у злосчастного водостока, но не остановился. В магазине девушка сделала запланированные покупки, не забыв взять упаковку любимых сосисок для Бадди. Но когда она решила угостить его за хорошее поведение и открыла пакет, пес сделал то, чего от него никто не ожидал. Бадди был воспитанным и послушным псом, он знал, как себя вести в любой ситуации. Поэтому, когда он выхватил из рук Катрины упаковку сосисок и убежал, у девушки непроизвольно вырвался крик. На улице было не очень темно и немноголюдно, так что проследить, куда направился пес, было совсем нетрудно. Найдя его у водостока, она была поражена его поведением. Сначала он сидел с пакетом сосисок в пасти, а затем начал их бросать в решетку канализации. Что случилось со спокойной раньше собакой? Может, она сошла с ума? Заинтригованная поведением пса девушка подкралась к таинственному месту. Но со своей точки обзора она не смогла ничего рассмотреть. После того, как Бадди протолкнул все сосиски в канализацию, Катрина подошла поближе и, сев на корточки, заглянула через прутья решетки. Увиденное повергло ее в шок, она никак не ожидала увидеть такое. Недолго думая, девушка достала мобильный телефон и набрала номер службы спасения. Примерно через 15 минут на место происшествия прибыли экстренные службы. Спасатели попросили Катрину описать сложившуюся ситуацию и решили открыть канализационный люк. Но существовала одна проблема – решетку охранял Бадди. Он угрожающе рычал и не давал спасателям подойти. Мужчины растерялись и не знали, что делать. Катрина как могла успокаивала пса и пыталась увести его в сторону. Наконец, ей это удалось. Бадди отошел на несколько метров от водостока, и спасатели смогли спокойно начать работу. Они достали специальные инструменты и быстро вытащили несколько металлических стержней, удерживающих крышку ливневой канализации. После того, как ее удалось отодвинуть в сторону, мужчины смогли осмотреть внутреннюю часть водостока. Тем временем вокруг места событий стали собираться люди.
Они недоуменно наблюдали за поведением собаки и выдвигали разные версии происходящего. После нескольких минут напряженного ожидания тайна того, что защищал Бадди, была раскрыта. Один из спасателей полез в канализацию и что-то вытащил оттуда. И это что-то было живым и шевелилось. Все застыли в шоке. Когда хорошо рассмотрели, то поняли, что это крошечный котенок, не старше нескольких недель от роду. Удивительно, но на этом история не закончилась. Спасатель спускался в канализацию еще 3 раза. Каждый раз, когда его рука поднималась вверх, в ней был такой же маленький котенок, что и первый. Все присутствующие были настолько потрясены, что каждый раз, когда из люка поднималась мужская рука, по толпе прокатывался вздох. Катрина тоже была удивлена. Ей казалось, что она успела рассмотреть в канализации только 2 котят, а их неожиданно оказалось 4. Бедные животные провели в заточении несколько дней, пока не были обнаружены бдительным псом Бадди. Котята были переохлаждены, истощены и очень напуганы. Малышей отвезли в ветеринарную клинику, где их тщательно осмотрели и затем поместили в приют для животных. Как они попали в канализацию, выяснить не удалось. Скорее всего, их смыло потоком воды во время сильного ливня.